Всем привет! За это лето умерло много молодых спортсменов. Вы, наверное, все слышали про Джо Линдера и разрыв аневризмы, а также как переломал шею бодибилдеру на Филиппинах. А вот сидели бы дома на диване, пили бы пивас, и все было бы чики-пуки. Куда вот лезут, а? Но если серьезно, молоденьким помер спортсмен не такая уж и редкость. Поэтому в этом видео мы разберем причины смерти молодых спортсменов, чего нам стоит опасаться, какие анализы сдавать, какие обследования проходить, чтобы узнать состояние своего здоровья и не попасть на попадос такой вот. Первая, самая банальная причина гибель бодибилдера на Филиппинах – это физическая травма. Не удержал штангу, она сломала ему шею. Что касается турничков, то упасть с турника и переломать шею вполне себе реально. Я, конечно, о таких случаях не слышал, но то, что турникмены падают, ломают руки, ноги, спину, это довольно частое явление. Самый большой риск у тех, кто тренирует динамические элементы. Всякие обороты гимнастические, перелеты, соскоки и так далее. Как же обезопасить себя? Во-первых, подстилать маты под турник. Вообще все это дело из гимнастики и тренируется в гимнастическом зале, где под низом полно матов или вообще поролоновая яма. Если тренируете обороты, солнышко, то обязательно используйте крепкие лямки, чтобы не улететь с турничка. Также, чтобы руки не соскальзывали и вы не падали лишний раз, то нужно использовать магнезию. Лично я использую жидкую магнезию от компании Jetex. Да? Ее удобно брать с собой на тренировку. Да, то есть слегка чуть-чуть нанес, растер. Очень быстро она высыхает, въедается в кожу. И потом у тебя стопроцентное сцепление с перекладиной. Ты с нее точно не соскользнешь, не упадешь и ничего себе не сломаешь. А заказать такую магнезию можно по ссылочке в описании на Озон и Вайлдберрис. Следующая причина, из-за которой умер Джо Линдер, это разрыв аневризмы. Для меня эта тема больная, потому что у меня мама 3 года назад умерла по этой же причине. Но спортом она никогда не занималась, поэтому аневризме подвержены люди и не спортсмены. Но спорт может спровоцировать разрыв. А что такое вообще аневризма? Сосуд или артерия в каком-то месте ослабевает и ее раздувает, как воздушный шар, наполненный кровью. Естественно, в этом месте стенка сосуда становится очень тонкой и может порваться. Обычно аневризмы развиваются у нас в брюшной полости, в грудном отделе, то есть брюшной и грудной аорты, и также в мозгу. При разрыве аневризмы разрывается мощное внутреннее кровотечение, которое приводит к летальному исходу. Если еще разрыв происходит в мозгу, то он сразу же повреждает клетки мозга. Если человеку удается выжить, то он может остаться просто овощем. Но вообще смертность там под 90%, то есть выжить практически нереально. Причин возникновения может быть очень много. Это какая-то врожденная патология, предрасположенность к ослабеванию стенок сосудов или уже из-за каких-то приобретенных патологий. Так вот, аневризма формируется, начинает расти, и проблема, что это часто происходит бессимптомно. То есть ты о ней никак не узнаешь без обследования. Чаще всего разрыв аневризмы провоцирует повышение кровяного давления или внутричерепного. Это происходит обычно у всех в возрасте около 50 лет. То есть у человека развивается просто гипертония, и в итоге происходит разрыв аневризмы. То есть Джо Линдер с аневризмой мог бы прожить и подольше. Но спорт, большие физические нагрузки могли спровоцировать преждевременный разрыв аневризмы. То есть, когда человек тренируется, сильно напрягается, у него в моменте повышается давление. Поэтому прикол, что сиди на диванчике, пей пивас, а не то у тебя какой-нибудь сосудик лопнет, это вполне себе реальная тема, То есть, если бы он сидел на диване, пил пиво, он бы прожил подольше. Главная проблема, что ее просто не диагностируют. Человек живет и не знает, что у него есть аневризма. Поэтому, перед тем, как ты начинаешь заниматься спортом, конкретными тяжелыми нагрузками, большими, ты работаешь в отказ с большими весами, это все опасно. И нужно пройти полное обследование организма. Никто так, конечно, не делает, но хочешь жить, надо сделать. Нужно сделать УЗИ брюшной полости и сказать еще врачу, чтобы проверил именно брюшную аорту. А также МРТ мозга с сосудами. И повторять такое обследование раз в 5 лет. И даже если ты молодой, 20-летний, даже 16-летний спортсмен, купи тонометр и мерь давление. Если у тебя на постоянке повышенное давление выше 130 на 90, значит у тебя развивается гипертония. Это дело нужно лечить. Следующая причина, которую все любят, это химия, стероиды. Все любят кричать: вот они химики, обколятся, потом помирают. Да, все же любят говорить, что натуралы, они не травмируются, они не болеют и не умирают от спорта, а вот это все только из-за химии. Ни хрена подобного, ни хрена.
Не нужно думать, что если ты там натуральный натурал, то ты в безопасности. Это далеко не так. От химии, да, от стероидов обычных, то есть гормоны тестостерон и гормон роста напрямую никто не умирает. Но это дело может спровоцировать ряд заболеваний, от которых можно помереть. Вообще у меня есть на Бусти отдельный большой ролик про то, какие добавки и препараты могут быть смертельно опасны. Я разобрал там каждый препарат, какие есть побочные эффекты и как их правильно применять, чтобы этих побочных эффектов не возникало. Вы можете перейти на Бусти по ссылочке в описании, поддержать канал и смотреть эксклюзивные выпуски, очень полезные. Но все же сейчас я вкратце немножко скажу. Это вкратце, там более подробно. Чтобы вот так вот прям укололся и помер сразу же. Что это может быть? Во-первых, какая-то лютая бодяга, да, отрава. То есть там не чистый тестостерон, а что-то непонятное намешано. Человек просто отравился и может умереть. Такое было практически с Вадимом Дочей. Он колонул там себе какой-то непонятный препарат, и это спровоцировало у него инфаркт. Он чуть не умер. Все стероиды это у нас как бы контрабанда. То есть их никто не проверяет, там непонятно, что намешано. Чистый там тестостерон или там вообще не пойми что. Поэтому это вот причина номер раз. Во-вторых, от использования инсулина. Если вы в новостях увидели, прочитали, что вот спортсмен из-за стероидов умер, это вот в 100% случаях практически именно инсулин. Если ты вколешь себе слишком большую дозу инсулина, не рассчитаешь, то у тебя уровень глюкозы в крови очень сильно упадет, и ты сам упадешь в кому. И если тебе не окажут помощь, то ты, скорее всего, умрешь, не отходя от кассы, так сказать. Ну, еще вариант переборщить с мочегонкой, да, вызвав в себе сердечный приступ, да, сильное обезвоживание, мышцы все свело, капец, помер. Таким балуются бодибилдеры, да, чтобы вывести всю лишнюю воду и быть максимально сухими. Еще такой экзотический вариант, это же когда колят тестостерон, он же на масляной основе, попасть в сосуд, забить сосуды маслом и вызвать, допустим, легочную эмболию. То есть у тебя из-за попадания масла в сосуды нарушается кровообращение, в том числе в легких, и ты начинаешь задыхаться. Так можно помереть. Я, конечно, не слышал про такие случаи, что прям умер, но это теоретически возможно. Последняя, наверное, самая распространенная причина гибели молодых спортсменов – это заболевание сердечно-сосудистой системы. Я думаю, многие слышали про такие случаи. Вот там школьник бежал на физкультуре, упал, помер. Сердечный приступ. Хотя раньше вроде бы он ни на что не жаловался. Проблема в том, что заболевания сердца в покое не дают о себе знать. Но только стоит вам начать заниматься спортом, большие физические нагрузки могут спровоцировать сердечный приступ. Поэтому справочка перед уроком физкультуры это не шутки. Взрослому человеку тоже нужно обследоваться. Для начала сделайте электрокардиограмму и эхо, да, УЗИ сердца. И если обнаружатся какие-то неполадки, то нужно уже идти к врачу, кардиологу, дополнительно обследоваться и проходить лечение. А не херачить тяжелые нагрузки на пофиге, да, там. Но вот, допустим, ты обследовался, у тебя вроде бы все в порядке, может ли спорт как-то спровоцировать развитие заболевания сердца? Ну, конечно же, может, если неправильно тренироваться, может развиться гипертрофия сердца. Есть хорошая и плохая гипертрофия сердца. Хорошая – это когда объем сердца увеличивается за счет растяжения, а плохая – это когда стенки сердца утолщаются и объем крови через него уже проходит маленький, что может приводить к различным проблемам, вплоть до летального исхода. Если с гипертрофией сердца ты себя очень сильно загонишь, то просто уже там у тебя пульс зашкалит, и, скорее всего, случится сердечный приступ. Из-за чего развивается гипертрофия сердца? Сердце – это мышца, состоит из мышечной ткани с полностью окислительными мышечными волокнами. Поэтому сердце не закисляется, и гипертрофия сердца не происходит. Но если сердце начнет закисляться, то будет развиваться гипертрофия, она будет увеличиваться в размерах, да, в толщине. Так же, как и обычные мышцы. И это происходит на очень высоком пульсе, когда пульс зашкаливает там за 190, да, даже 180 уже пульс нежелателен. Поэтому как защитить себя от гипертрофии сердца? Но не загонять себя в такой высокий пульс. То есть вы делаете все нагрузки размеренно. Не нужно прямо на максимальной скорости херачить подтягивания, отжимания с коротким отдыхом. Это приведет лишь к такому огромному пульсу и перезакислению. Выполняйте все упражнения в умеренном темпе. Не сбивайте дыхание, не задерживайте дыхание ни в коем случае во время подхода, даже во время статических упражнений. После выполнения упражнений нужно отдышаться, не нужно задерживать дыхание, там, допустим, пить воду, да, когда ты еще не отдышался. Ну и самое главное, давать значительный отдых между подходами. То есть вот такой тренинг с суперсериями, да, как там раньше делали, там Максим Турхановец, Евгений Лось, когда там 30 раз подтягиваешься, потом сразу 50 раз отжимаешься на брусьях, еще там сразу 10 выходов, да, это такой прикольный там супер челлендж какой-нибудь, да. Но если ты будешь так постоянно тренироваться часто, это может привести к гипертрофии сердца. Изредка иногда можно сделать, но не часто. Еще если человек страдает атеросклерозом, то спортивные нагрузки могут спровоцировать у него инфаркт или инсульт. Если у человека повышен холестерин, особенно плохой холестерин низкой плотности, то у него в сосудах начинают откладываться холестериновые бляшки, да,
забиваются сосуды, короче. И во время физической нагрузки у тебя усиливается кровоток, да, ускоряется, повышается кровяное давление. Это может спровоцировать отрыв такой бляшки. Она у тебя под сосудом пойдет, зацепится за другую бляшку, и в конечном итоге в каком-то месте у тебя сосуд полностью перекроется, образуется тромб. Кровообращение останавливается, и клетки не получают питания, да, то есть туда кровь не доставляется, они начинают отмирать. Если это происходит в мозгу, то это происходит инсульт ишемический. В сердце, ишемический инфаркт. Все это дело в конечном итоге может привести к летальному исходу, если вовремя не оказать медицинскую помощь. Поэтому спортсменам нужно еще обязательно регулярно сдавать анализы, липидный профиль, да, смотреть, что там с холестерином, а также общий анализ крови и смотреть гематокрит. Обычно у спортсменов повышается вязкость крови, высокий гематокрит. Если это будет сочетаться с плохим липидным профилем, то это прям гремучая смесь для развития атеросклероза. Кстати, если спортсмен балуется химией, то у него как раз таки портится липидный профиль и увеличивается вязкость крови. То есть он находится вообще в большой стадии риска именно по этому вопросу, да, по атеросклерозу. А если трескает меташку, надо обследовать еще и печень, потому что метан токсичен для печени, ну любые оральные стероиды в таблетках. И если этим слишком долго злоупотреблять, то может развиться цирроз печени. Поэтому нужно сдавать анализы на АЛТ, АСТ, то есть ферменты печени, и билирубин. Кстати, с циррозом печени возникает похожая история, как с аневризмой, то есть через печень плохо проходит кровь. Там начинает развиваться портальная гипертензия, так это называется, то есть сосуды расширяются, истончаются, и под большой физической нагрузкой тоже могут порваться. То есть вот такое печеночное кровотечение довольно частая причина смерти у циррозников. Так что вот так, ребята, берегите себя с молоду. Мне же еще нужны подписчики, а то если вы все передохнете, на что я жить-то буду? Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. В них увидимся. Всем пока.